Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание такому интересному предмету, как ножницы. И если вы захотите защитить себя от любого зла во время сна, убрать, отрезать от себя ваших завистников, недоброжелателей, отпугнуть злых духов, сущностей, а также чтобы вырезать ночные кошмары, отрезать болезни, неприятности, то следующая практика вам интересна будет и полезна. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и обязательно используйте ножницы в своей жизни. А далее мы с вами все более подробно проговорим. Вы знаете, ножницы известны людям уже на протяжении долгого периода времени, но уже изначально с ними связаны были многие учения, потому что ножницы имеют достаточно сильную энергетику. Их часто, как вы знаете, используют в различных ритуалах, практиках, и с их помощью можно привлечь в жизнь человека положительные энергии, а это окажет уже на вас благоприятное влияние. Также можно привлечь и негативные энергии, которые, возможно, внесут неприятные коррективы в жизнь человека, даже с сильным энергетическим полем. Дело в том, что ножницы имеют достаточно сильную энергетику благодаря своей форме. Как вы знаете, у ножниц круглые ушки, а это значит, что они запускают энергии в беспрерывное русло, которые с помощью железа приумножаются, а с помощью острых концов отправляются в нужном направлении, концентрируя всю силу на их концах. Но нужно быть очень осторожными с теми, если кто-то дарит вам такой предмет, как ножницы. Нужно задуматься и о помыслах такого человека, кто это делает подарок. Даже если ваша работа или хобби связано с шитьем и вязанием. Не стоит принимать такой подарок, не продумав все до мелочей, так как если помыслы данного человека нечисты, он может разрушить вашу жизнь. Также еще с давних времен есть такое поверье, что если человек не хотел, чтобы определенный человек был вхож в его дом, чувствовал его неприязнь или же злые помыслы, то с помощью ножниц можно было отвадить данного человека от своего дома. Для этого нужно было, когда данный человек уходил, подбросить ему с собой ножницы и при этом проговорить такие слова: «Я с помощью ножниц наше общение с собой прерываю, больше видеть тебя не желаю, энергетическую связь перерезаю, энергии свои у себя оставляю. Твои же все тебе возвращаю». И вот такое действие не только прекращало общение с данным человеком, больше он не беспокоил данную семью своим присутствием, но и ножницы помогали вернуть данному человеку весь негатив, который он распространял, и все то плохое, что он успевал за время посещения принести в данный дом. Если к вам в дом должны прийти люди, и вы опасаетесь или подозреваете, что кто-то из них вхож в ваш дом с нечистыми помыслами, тогда раскройте ножницы, разместите их возле порога, но так, чтобы они смотрели концами на дверь. При этом проговорите такие слова: «Как только недоброжелатель порог дома моего переступит, сразу влияние ножниц ощутит, озноб по его телу пробежит, страх наполнит, будут с этого момента только и ощущать зло, которое желал моей семье и этому дому передать». И человек, который пришел в ваш дом с нечистой душой, быстро себя проявит. Он может быть более молчаливым, чем обычно, может пожаловаться, например, на плохое самочувствие или же сослаться на какие-то важные дела и очень быстро покинуть ваш дом. Также следующим этапом у данного человека в жизни начнутся неприятности. Но вы должны понимать и то, как далее продолжать с ним общаться, вы должны решить сами. Но не стоит таких людей звать в дом, так как они способны разрушить особую энергетику вашего жилья, наполнить его негативными посылами и тем самым принести вред членам семьи. Первыми, которые ощутят те, у кого слабое энергетическое поле, и вместо того, чтобы оно в доме восстанавливалось, оно будет разрушаться, что ничем хорошим не закончится. Также с помощью ножниц вы можете привлечь и потоки денежной энергии и сделать вашу связь беспрерывной. Для этого вам нужно набрать ванну воды и по центру положить ножницы. Промыть 8 монет под проточной водой, после чего выложить круг из монет вокруг ножниц, проговорив при этом 8 раз такие слова: «Эта вода в денежную воду превращается, денежная энергия наполняется, кто в ней искупается, то с деньгами никогда не расстанется, будут только
вокруг него они приумножатся, а денежная энергия с его энергией никогда не расстанется, что только положительно на данном человеке скажется. После этого нужно встать в данную водичку и 8 раз умыть лицо. Затем собрать монеты и ножницы, вынуть и искупаться в данной воде, думая в этот момент о том, как деньги наполняют вашу жизнь, что перед вами открываются новые возможности. Монеты нужно будет оставить на природе в 8 разных местах. Ножницы используйте далее, как обычно. Это сильная достаточно практика, которая установит между вами и денежной энергией неразрывную связь. Деньги будут поступать в вашу жизнь постоянно и при этом в больших количествах. С первого поступления обязательно отдайте купюру на благотворительность. Это поможет вам сделать связь еще намного сильнее. Также не зазнавайтесь, когда деньги появятся у вас. Используйте их себе во благо и обязательно живите счастливо. Также ножницы способны защитить от сильных посылов порчи из глаза. Для этого их нужно разместить над входной дверью. Такой оберег для дома известен еще с очень давних времен. В доме, в котором его использовали, всегда царило счастье, взаимопонимание, уважение и любовь. Семья всегда поддерживала друг друга, никакое зло не могло нарушить гармонию в таком доме. Ножницы размещать нужно обязательно в полнолуние. Перед этим трижды прокрутить их в руках по часовой стрелке, проговаривая такие слова: ножницы кручу, энергии сильные на них накручиваю. Они будут помогать, энергии данные приумножать, семью под защиту сильную брать, от сглаза и порчи защищать. Никто никогда не сможет нам вред принести и негатив в наш дом нести. Раз в 3 месяца такие ножницы нужно обязательно снимать, обязательно ополаскивать их под проточной водой и вытирать насухо, после чего класть на подоконник на солнышко буквально на 3 часа, после чего вновь их размещать на том же месте. Это очень сильный защитный оберег, поэтому попробуйте использовать его для своего дома, и результат вас обязательно удивит, и вам это понравится. Также обращаем ваше внимание, те люди, кто желали вам зла, перестанут приходить к вам в гости, так как будут ощущать дискомфорт и необъяснимое энергетическое влияние на себя. Они будут ощущать все то зло, с которым к вам придут, что будет вызывать у них желание быстрее выйти на свежий воздух. Их негатив будет мешать им дышать полной грудью. К сожалению, знать, какие помыслы у всех людей, которые нас окружают и которые вхожи в наш дом, невозможно проконтролировать. Ведь порой такие люди хорошо скрываются и всеми силами выдают себя за наших друзей, что отдать им должное у них хорошо получается. Поэтому лучше страховаться наперед от такого окружения, чем потом исправлять те последствия, которые они притянут, и восстанавливать все то, что они успеют отобрать. И ведь если такое общение длится не 1 год, то многое будет достаточно сложно восстановить. Когда женщина беременна, она отвечает в данном случае не только за целостность своего энергетического поля, но и за энергетическое поле своего малыша. А это большой, как вы знаете, энергетический труд. Не у всех женщин настолько оно сильное, чтобы иметь возможность в течение суток защищаться от негатива. Поэтому нужно чаще отдыхать, энергетически перезагружаться и всячески обязательно укреплять свое энергетическое поле, а значит и малыша. Поэтому очень хорошо в комнате, где спит беременная женщина, разместить на видном месте. Например, это может быть подоконник, это может быть комод, тумбочка, но только не на столе, раскрытые ножницы, и при этом нужно сказать такие слова: так как энергетику сильную вы излучаете, я ее со своей переплетаю, под вашу энергетическую защиту попадаю. Вы мое биополе, если увидите, что повреждено, сразу восстановите. Мне, моему дитя, вред причинить злым людям не разрешите. Это будет сильный энергетический оберег для вас и вашего ребенка. Но не позволяйте никому, кроме вашей второй половинки, к ним притрагиваться. Так как если они переплетутся и еще с чьей-то энергией, то вы сможете забрать у данного человека неприятности или проблемы, которые наполнят его жизнь, и отдать ему счастье
свое. Не стоит также никому рассказывать и о своем обереге, даже близкой самой подруге, ведь вы не можете, к сожалению, с точностью знать, что у кого на уме и кто на самом деле что к вам испытывает. Чем меньше о ваших тайнах знают окружающие люди, тем сложнее недоброжелателям, завистникам причинить вам вред. Помните об этом. Также помните о том, что не стоит одалживать ножницы, так как если вы это сделаете, то отдадите данному человеку свои сильные энергии, и тем самым вы ослабите биополе, сделаете себя подвластным негативным энергиям со стороны. Если у вас одолжит ножницы человек, испытывающий к вам зависть, а вы ему их передадите из рук в руки, то, казалось бы, таким вот безобидным действием он отберет у вас в короткий промежуток времени все то, чему он завидует. А ножницы усилят данное действие и приумножат возникший результат, из-за чего у данного человека то, что он желал, только приумножится, а вы вернуть это в свою жизнь уже не сможете, как бы вы ни старались, что принесет только одни разочарования. Если ваша работа связана с постоянным контактом с данным предметом в виде ножниц, вы не должны позволять его кому-то трогать, чтобы сохранять вашу энергетическую связь. А каждый раз, когда вы уходите домой, связывайте их ушки красной ниткой, завязывая ее на 3 узла. При этом на каждый узел проговаривайте такие слова. Эта нитка помогает, связь нашу сохраняет. Даже если в мое отсутствие к ним кто-то прикоснется, ничего отобрать не сможет, а только свои помыслы негативные приумножит. Таким простым действием вы не позволите никому и никогда причинить вам вред, разрушить свою энергетику, а связь с ножницами вы точно не утратите. Как вы уже поняли, ножницы тесно связаны с энергетикой жилья, в котором они находятся, а также со своими хозяевами, поэтому вам не стоит ни у кого одалживать ножницы и даже брать чужие ножницы в руки, ведь таким действием вы также можете забрать в свою жизнь проблемы другой семьи. Ведь если в их доме происходят скандалы, между ними нет взаимопонимания, и принеся такие ножницы в свой дом, вы все это принесете в него, а это уже испортит отношения в вашей семье. Могут появиться ссоры, скандалы. Если у данной семьи постоянные денежные проблемы, то вы нарушите с помощью ножниц связь с денежной энергией, которая поступает в вашу жизнь, и у вас начнутся денежные проблемы, деньги будут уходить от вас, как только появятся, как только появятся, и чем больше времени у вас пробудут вот такие вот ножницы, тем больше денежных проблем у вас будут возникать. Если также помните о том, что свои маникюрные ножнички нельзя никому одалживать, так как это лишит вас счастья, и это личная вещь, и служить она должна только вам, помните об этом. Теперь давайте вернемся к нашей практике, о которой мы рассказали и хотели с вами поделиться еще в начале этого видео. Если вы будете эту практику проведете, будете использовать именно ножницы, то вы защититесь от зла, вы отрежете любые ночные кошмары, вы отрежетесь от болезней, от неприятностей, вы также защититесь от колдовства. Как же делать эту практику? Итак, берем ножницы, но именно берем уже перед самим сном, когда вот вы уже готовы отдыхать. И берем ножницы, чтобы они обязательно были раскрыты в правую руку, и шепотом читаем следующие слова. Ножницы во сне меня, называйте имя, оберегают, сон сладкий посылают. Ножницы от грязи защищают, порчу из глаз возвращают. Аминь. Сказали эти слова. Далее что мы делаем? Мы далее кладем раскрытые ножницы под матрас или под кровать. Если вам в какой-то из дней приснится плохой сон, то с утра подержите ножницы под проточной водой и обязательно вытрите насухо и опять положите под кровать. Обязательно не забудьте сказать эти магические слова, о которых мы сказали ранее. Также обращаем ваше внимание, что ножницы должны лежать параллельно вашему телу, острыми краями, направленными в сторону ног. На каждого человека должны быть только свои ножницы. Помните об этом. Также обращаем ваше внимание, для проведения
проведения именно этой практики вам нужно купить ножницы. Также обращаем ваше внимание, эти ножницы вы не должны не использовать ни для чего, кроме для проведения этой практики. Также хотим еще сделать один акцент на том, когда будете покупать, сделайте так, чтобы сдачу не брать. Это очень важно. Именно эта практика действительно вам поможет. Она отрежет от вас ваших завистников, ваших недоброжелателей, защитит вас от энергетических ударов во время сна. Поэтому используйте эти ножницы, и вы уберете, избавитесь, отрежете все то, что вот вам мешает в жизни. И вы увидите, как ваша жизнь начнет вот прямо, вы знаете, шаг за шагом, день за днем изменяться, и вы даже удивитесь тому, что будет происходить в вашей жизни. Девочки и мальчики, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Нажимайте то видео, которое вам больше всего понравилось, и смотрите. Всех благ!